Это GlucoGen и вторая серия игры The Beginner's Guide, и мы попали в игру, где другие игроки могут оставлять послания. Давайте посмотрим. Милая комната. Хотя нет. Да, не очень-то милая. I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're going to see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Давайте дальше почитаем, что он написал. Как пройти эту игру? В этом нет смысла. Оу, прикольно. Сколько заметок. Ого, обалдеть. Ну да, я так и подумал. Народ, слышите меня? Он сам с собой такое ощущение, что разговаривает. Эгегей! Разумно. Feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. But it's ironic, isn't it? That in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Шарики! Где? Это были шарики? Расскажу тебе тайну. Когда-то давным-давно я... Дефиниция веселья. Я владыка мира! Ну, да, прикольный вид. Что здесь еще у нас? Мне тут грустно. Эй! Обязательно прочти. Хорошо, как мне попасть дальше? Мне нужно прыгнуть. Хорошо. Джеронимо! Нет? Нет? Вон там. Хорошо, давайте дальше читаем. Читаем все. Что за хрень эта пещера? Ну да, странно. Скукота. Могу уверить, что без сомнений где-то здесь, в этом месте, есть желудь, и моряки уже ищут его. Какие нафиг моряки? Какой нафиг желудь? Я просто хочу хоть с кем-то поговорить. Отказываюсь верить. Жопопа. Хорошо. Так где же здесь туалет? Узнай меня, прошу. Вот здесь, наверное, туалет. Здесь ничего нет, возвращайся. Не слушай того мужика. Футболочка на шару. В один прекрасный день я найду того, кто это сделал. Нужно на ту сторону дверь. Ну зачем ты так? Делают игры, ставят дверь. Дверь не открывается. Спасибо. Сезам, откройся. Дверь уже открыта. Неправда. Она закрыта. Я проверю. Помогаю другим, потому что мне самому это приятно. О, новая комната. Это картина, это единственный, наверное, скрин, который я видел из этой игры. Начал. Слышишь звоночки?
Правда, под них легче шагать? Конечно, такой приятный звук. Я бы так хотел, чтобы меня хотели. Ну... Здесь немного голодно. Что? Странно что-то писать. Не хочу, чтобы меня оценивали. Но учитывая то, что ты сам это все написал один, то это действительно странно. Добро пожаловать, поздравляем. Не знаю, что совсем этим делать. Думаю, можно войти сюда. Ага, да не парься. Игра, где ты оставляешь заметки, и все вокруг вдруг становится писателями. Остановите землю, я сойду. Тут не удалось ничего написать. Меня заставили. Стой, развернись, впереди только беды. Предупреждение, знаете. Бери меня за руку, прыгнем вместе. Давай. Блин. Наш народ родился в капусте. Что за картина? Да, интересно. Прикольно, какой-то абстракционизм. Доберешься туда или нет, не так важно. Эй, не говори со мной таким тоном. Думаю, отсюда никак не попасть. Никуда не попасть. Получится в другой раз. Надо с кем-то поговорить. Это записка? Не читай другие заметки. Да нет, я буду. Тут опасно. Ну да, я могу здесь потерять время. Это максимум, что здесь могу потерять. Но здесь никого нет, чтобы не угрожало. Сегодня я усвоил, что упасть нельзя. Ну да. Отсюда мораль. Я видел там идущего человека, но уже поздно. Дьявол, башня, звезда. Что? Какая нафиг башня? Какая звезда, дьявол? Молодцы, все молодцы. Мы дошли до... Кто бы это ни придумал, у него явно проблемы. Картина, что она значит? Хватит подделок. Творчество. Салют, people, как делишки? Я просто шел мимо. Помогите, я пытаюсь говорить. Думаю, смысл в том, что вблизи все выглядит бредом, а издалека обретает начертание. Какое? Я ничего не понял издалека. Отсюда выглядит просто как точки. Да. Наш народ родился в капусте. Второй раз вижу эту заметку. К чему бы это? Всего там одну пропустил. Ну да ладно. Да кто вы такие? Мы все умрем. Хватит притворяться кем-то другим. Осторожно, спойлер, тут вообще нет смысла. Смысл в том, что эта игра выпендрёшь, а вы все идиоты. Ну, действительно, на самом деле могли быть такие сообщения вот в реале, если бы так можно было делать, но думаю, были бы и похуже гораздо. Особенно у нас. Дьявол, башня, звезда. Второй раз. Может, там на картине как-то нарисовано? Быть может, я когда-нибудь стану реальным. Он сам и был жуткой тварью, какую только мог себе представить. И вот теперь я здесь. О да, все мы теперь здесь. Все же должна быть причина. Свой ужасный секрет он сберег в полной тайне. Я прошел игру. Еще комната? At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Хорошо. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. Ну, да, он закрывает и заходит в новую. Почти получилось. Я видел все, я обошел весь мир и никому ничего не расскажу. Что это за звуки? Жаль, что таких заметок нет в реальном мире. Ну как тебе сказать? Стань единым с этим нарастающим абсурдом. Вниз, продолжайте копать. After exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution
he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Конец близко. Вот он. Снова та головоломка. У этой задачки есть решение? Божечки, я тут уже целый час. Чем я вообще занимаюсь? Помогите! Помогите! Это бессмысленно, вторая дверь не открывается. Хрень. Как вы такое решаете? Уважаемые разработчики, отзовитесь. Такие тупые. Как хотите, а я возвращаюсь к началу. Увидимся, народ. To step back and connect the pieces together, to grasp at that elusive bigger picture. Это шепот как будто этих людей, которые оставляли комментарии. Я так понимаю, ответа не будет? Второй кнопки нет. Нет решения. Да ладно, народ. Чё вы? Думаю, что все-таки не очень умные. А что дальше нет комментариев? Это только один. Что-то странно. Неужели никто не прошел? Что это такое? Подпечатает. Как тут делать заметки? Что это? Кто это? Это отпечатные машинки и фонарь. Мы прошли. А почему под их звук? Ты здесь? Скажи что-нибудь. Что угодно, просто хочу что-нибудь от тебя услышать. Поговори со мной, пожалуйста. Неужели так трудно что-то говорить? Говори, 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 говори. Вот. Порнозвезды тоже умирают. Okay, this one is tough. It's gonna kind of just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Окей. Мы ждем. Мы порнозвезда? Или кто мы? Я не буду ждать, я куда-нибудь пойду. Та же самая картина. Стильненький дом. Стоп. Это типа кружки, которые на картине были, что-то такое подобное. Так. Это... So, like, this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. Версия 2. Окей, снова тюрьма. Что из мемелей должно быть в центре комнаты? Гигантская дырка в полу. Нет? Хорошо, что еще должно быть на стене комнаты? 10 печек. Он меня не слушается. Так. Ну, сверху. Давай. Да нет. Ты все делаешь неправильно. И стол. Обязательно нужен стол. Столы были изобретены в 1935 году. Ага. Whoa. There's a bit more to this one, but still it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. Это действительно странно. So okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Окей. Снова тюрьма. Подождите, пожалуйста, двигайтесь вперед. Только отцов поможет вам выбраться из тюрьмы. Тщательно выполняйте указания, постарайтесь запомнить каждый шаг. Окей. Для начала нажмите на этот стол. Хорошо. Подойдите к фотографии в раме и слегка поверните ее вправо. Что-то какая-то подстава здесь. Теперь выключите торшер в этой комнате и вновь включите его. Сейчас подойдите к дивану слева
Немного свинтило. Наконец, коснитесь полок. Вот это ж полки. Вот и все. В реальной тюрьме теперь открылся выход. Вернитесь к началу, чтобы вновь перенестись в тюрьму. Что? Типа я удаленно открыл тюрьму. И сейчас ничего не сработало. And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Whoa. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen of them. Personally, I think it's awful to watch this. To see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop. That particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going. And then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. Окей. Мы вот выходим из тюрьмы, видимо. Почему так темно? Это лабиринт. Газончик. Не газончик, а это трава. Лабиринтовая. Не знаю, как она называется, но... Это выход у фонаря. Похоже. Телефонная будка. Или что это такое? Да. Давайте позвонякаем кому-нибудь. Там. Мама, я вышел сегодня. И... Алло! Кто это? Эй, это я! И я, это ты после бегства из тюрьмы. Что? Ты, это я? Так ты тоже была в этой тюрьме? It's a conversation. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. Да, я прошла обучение по бегу. Так это там, где сейчас я. Ох, я так рада, что тебе удалось выбраться. Что ты чувствовал, когда сбежала? Я, короче, скучала по тюрьме, тут как-то вообще все мрачно. Почему? Разве в этом было что-то хорошее? Тут отвратительно. Ну... Нравится то, чего больше нет? Да, мне тоже. Но разве это должно длиться вечно? Мне действительно хотелось бы все изменить. Я думаю, ты найдешь способ измениться. Подожди, но если ты это я, то звонила ли тебе другая я, когда ты сама была еще в тюрьме? Да, мне также позвонили, я сбежал. Что тебе сказали? Что ты сделала, чтобы выбраться? С вами просто говорили. Что? И это тебя освободило? Чем это помогло? Просто говори со мной. Ладно, можем и поговорить. Давай тогда просто говори. А ты не исчезнешь? Я буду здесь сколько понадобится. И сейчас я исчезну, да? I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice?
Ну да. So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Угу. С кем? Он же один делал игры. В любом случае диалоги он писал. Is meant to represent Coda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional space between. Стеклянный дом. Хорошо. Разлитый напиток. Подушка упавшая. Пусто. О боже, как я рада, что ты здесь. Боялась, что мне придется прибираться во всем доме в одиночку. Это было бы просто ужасно. Известно ведь, что если ты один, то и дом запущен. You'll notice that the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. 2 месяца? Ой, не волнуйся, мы тут все в порядок приведем. Уверен, что ты не видывала настоящего беспорядка. Давай-ка я закончу здесь, и ты пока прибери, пожалуйста, посуду со стола. Хорошо. Замечательно. На такой стол смотреть приятно. Музычка. Что, пойти в спальню, здесь есть там постель? Давай. Это не спальня? А где спальня? Так, это у нас ванна. Вот. Хорошо. Раз уж ты там не расправишь заодно и коврик на полу, то без проблем. Важна каждая мелочь. Как ты стала заниматься этой работой? Одна подруга предложила мне такую работу, а мне тогда очень нужны были деньги. И оказалось, что это самое приятное из всего, чем я когда-либо зарабатывала. А вот прибирать в собственном доме мне никогда не нравилось. Наверное, с этими своими демонами я еще не готова бороться. Кстати, о демонах. Кто-то устроил на диване жуткий кавардак. Сходи, пожалуйста, и поправь там подушки. Я видел. Кстати, я думаю, это зеркало. Да, подушку я видел упавшую. О. О боже, кто-то прокинул стакан у дивана. Протри там, пожалуйста, раз уж ты рядом. Да, это я тоже видел. Очень хочется поделиться одной ужасно глупой мыслью. Ты не против? Только пообещай, что она глупая. И? Нет. Нет, она и правда глупая, ладно. Не так важно. Ой, там же гора немытой посуды, не займешься этим? Все. Пока не забыла, неплохо бы отмыть ванну, почисти ее хорошенько. А, я не понимаю, кто тут домработница, я или ты? Полного совершенства не требую, все мы люди. Ну все. А что, книги все еще разбросаны в спальне по всему полу? Пожалуйста, расставь их на полках. Хорошо, я расставил. Чудесно. А теперь подойди-ка сюда и перебери со стола посуду. Что? Я же убирал уже ее. Ну ладно. Как ты только справляешься? Уборка в доме — дело непростое. Дорогуша, позволь кое-что объяснить. Легко или трудно навести порядок в доме зависит только от тебя. Если тебе это кажется трудным, то, может быть, есть смысл чуток прибраться в доме, прежде чем заняться работой. Ага, вот, я опять читаю нотации, но что делать? Не озадачивайся всей этой ерундой, давай лучше расправишь коврик в спальне. Ну, игра такая добренькая. Домашняя игра. Похоже, ванна уже довольно грязная. Попробуй еще чистить. Кто там мылся? Как она успела замораться? Я только что ее мыл.
Да-да-да, рассказывай. А ведь дом человека очень похож на его душу. Ухаживаешь за ним, а он заботится о тебе. Эх, не знаю, мне почему-то неловко все это говорить. Но и в этом есть доля истины, правда? Ладно. Итак. Уборка. Нам не стоит отвлекаться. Книги нужно привести в порядок книжной полки. Спасибо. А кто их раскидывает? Барабашка какой-то. Подушки на диване. Полный беспорядок. Ага. И вот наш герой явно не обрел покой, бегает туда-сюда, одни и те же действия выполняет. Что-то тут странное в доме происходит, чертовщина какая-то. Вопрос. Тебе это нравится? The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. В общем, это промежуток, типа между дверями, между старой и новой жизнью. Вот. И прежде чем я подойду к этому фонарю, я должен объявить, что вторая серия закончена, и мы увидимся в следующей серии. А с вами был GlucoGen. Удачи вам!